Производство теплоты традиционно связано со сжиганием топлива. На эти нужды страна расходует более трети своих энергоресурсов. Возможен ли более экономичный способ производства теплоты? Как известно, теплота самопроизвольно переходит от горячего тела к холодному. Но если приложить необходимое компенсирующее усилие, работу, то теплота потечет в направлении, противоположном естественному температурному напору. Устройства, в которых реализован этот процесс, называют тепловыми насосами. Тепловой насос – это повышающий трансформатор теплоты, который в прямом смысле слова перекачивает тепловую энергию от источника низкого температурного потенциала к источнику более высокого, но все же достаточно умеренного потенциала. Тепловые насосы, так же как и холодильные машины, действуют по обратному термодинамическому циклу. Тепло, подведенное от низкопотенциального источника в испаритель насоса, заставляет кипеть рабочее тело. Пар поступает в компрессор, где происходит его сжатие и нагрев. В конденсаторе пар отдает тепло теплоприемнику и переходит в жидкое состояние. После прохождения расширительного клапана цикл замыкается. Теплота, передаваемая тепловым насосом потребителю, называется полезной производительностью. Она складывается из теплоты, отнятой у низкопотенциального источника, и работы сжатия в компрессоре. Критерием термодинамического совершенства тепловых насосов служит коэффициент преобразования, то есть отношение полученной теплоты к затратам электроэнергии. Эта величина всегда больше единицы. Анализ показывает, тепловые насосы дают от 30 до 70% экономии энергоресурсов по сравнению с производством теплоты, основанным на прямом сжигании топлива. Как и холодильная машина, тепловой насос состоит из теплообменников, испарителя и конденсатора, компрессора и дроссельного вентиля. Компрессор для теплового насоса выбирает в зависимости от параметров теплоносителя. Чаще других используют поршневые машины. В маломощных установках применяют ротационные компрессоры. Для высоких производительностей пригодны винтовые и турбокомпрессоры. Испарители и конденсаторы тепловых насосов выполняют в виде теплообменников. Наиболее рациональные конструкции теплообменников – кожухотрубные с развитой поверхностью теплообмена. В схеме теплового насоса используют и другие теплообменники – охладители конденсата, регенераторы теплоты. Они работают по прямоточной или противоточной схемам. В природе есть много типов источников низкопотенциальной теплоты. Каждый из них может быть практически неисчерпаем для теплового насоса. Наиболее энергоемкие источники – это сточные воды предприятий и сбросное тепло тепловых и атомных электрических станций. Возьмем, к примеру, Симферопольскую подстанцию.
ее синхронные компенсаторы. Их приходится постоянно охлаждать, а тепло сбрасывать. И даже в разгар зимы. Сейчас на этом источнике смонтирована экспериментальная теплонасосная установка. Ее цель – дать технико-экономическое обоснование перевода того или иного потребителя теплоты на работу с тепловым насосом. И что не менее важно, специалисты укажут, где это тепло может быть применено с наибольшим эффектом. Применение тепловых насосов как для целей отопления, так и для обеспечения различных технологических процессов – наиболее крупное и перспективное направление энергосбережения. Компрессионная холодильная машина – основное устройство для выработки холода. Конструктивно она не отличается от теплового насоса. Разница лишь в назначении. От холодильных машин полезно используется холод, от тепловых насосов – теплота. Сегодня в стране многие предприятия имеют мощные холодильные установки. Они вырабатывают искусственный лед, охлаждают воздух, замораживают овощи, мясо, фрукты. А вот теплоте, производимой этими установками, пока что применения не нашли. А если подумать, поискать? Например, теплота холодильных установок гостиницы «Ялта» вскоре будет греть воду не только своего, но и еще двух таких же бассейнов. Какой напрашивается вывод? Уже сегодня холодильную технику необходимо переводить на комбинированный режим работы, как на выработку холода, так и теплоты. Практически на всех молочно-товарных комплексах существуют станции охлаждения молока. Теплота, отнятая у парного молока, сбрасывается в атмосферу, в то время, когда в ней есть большая потребность. В колхозе «Украина» Кировского района Крымской области осуществлен перевод холодильных машин в режим утилизации теплоты молока. Вместо градирни подогретая вода собирается в 2 бака аккумулятора по 10 кубов каждый. Используя теплую воду, подогретую этой установкой, теперь уже работающей в режиме теплового насоса, здесь экономит ежегодно 1000 киловатт-часов электроэнергии. В Латвии ведется эксперимент по эксплуатации домов усадебного типа с использованием тепловых насосов для отопления и горячего водоснабжения. Такой тепловой насос всего в 2 раза больше холодильника ЗИЛ. Заглянем внутрь шкафа, рассмотрим его основные узлы.
Вот насос, обеспечивающий циркуляцию низкотемпературного теплоносителя. Рядом компрессор. Между ними в глубине просматриваются трубы испарителя. А это в теплоизоляции конденсатор. Низкопотенциальным источником энергии служит солнечное тепло, накопленное в грунте. Температура грунта осенью к началу отопительного сезона самая высокая по сравнению с воздухом. Теплообменник для отбора низкопотенциальной теплоты представляет собой проложенный в грунте пластмассовый трубопровод, в котором циркулирует теплоноситель, водно-гликолевая смесь. Грунт отдает свою теплоту теплоносителю, имеющему более низкую температуру. Теплоноситель поступает в испаритель теплового насоса. При работе компрессора давление фреона в испарителе падает, и он начинает кипеть. При кипении фреон отбирает теплоту у теплоносителя. Компрессор сжимает пары фреона, нагревая их и увеличивая давление. Энергия грунта и паров, сжатых в компрессоре, поступает в конденсатор. Здесь, при высоком давлении, фреон сжижается, отдавая тепло воде, которая из наружной рубашки конденсатора поступает на радиаторное отопление, а из внутренней — для горячего водоснабжения. Этот тепловой насос с помощью разветвленной сети радиаторов обогревает пятикомнатный дом. Изменения микроклимата помещения задаются автоматическому регулятору. Для него могут быть составлены суточные, недельные и месячные программы. Вы можете уехать в отпуск, а насос будет поддерживать в помещениях оптимальную температуру. Это существенно сокращает расход электроэнергии. Здесь же, в Латвии, ведется эксперимент по комбинированному отоплению. Весной теплоснабжение дома дополняется солнечными батареями. Тепловые насосы могут быть применены для опреснения морской воды. В устройствах типа солнечный пруд энергия солнечной радиации и компрессора превращает морскую воду в горячий опресненный конденсат. Его можно использовать при радиаторном отоплении. При сушке древесины тепловой насос потребляет лишь 1/5 часть той энергии, которая используется в традиционных установках. По такому же принципу работают установки для сушки чайного листа, зерна и других сыпучих материалов. В емкостях для хранения и разведения рыбы необходима постоянная температура. Здесь можно рекомендовать тепловые насосы с системой выработки тепла и холода. Животноводческие помещения могут отапливаться тепловым насосом за счет тепловыделений животных. Морская вода Черного моря – один из самых емких источников низкопотенциальной теплоты. Она дает энергию первой в стране теплонасосной установки пансионата «Дружба» в городе Ялта. Ее мощность – 2,5 мегаватта. В комплекс входит насосно-фильтровальная станция.
Она обеспечивает водозабор морской воды с глубины, где нет опасности ее замерзания в зимнее время. Сердце установки – теплонасосная станция. Эта станция в зимний период 1985-86 годов, когда температура моря была ниже расчетной на 5 градусов, подтвердила жизнеспособность такого способа производства тепла. Кроме того, она может работать, аккумулируя энергию в городской сети в часы спада ее потребления, например, ночью. Расчетная схема теплового насоса предусматривает трансформацию теплоты морской воды при температуре 7 градусов Цельсия в теплоту сетевой воды при температуре 65 градусов Цельсия. Отопление и горячее водоснабжение пансионата на 400 мест происходит по независимой схеме. Водопроводная вода для этих целей подогревается с помощью 3 ступеней. Станция сблокирована с 4 баками-аккумуляторами тепла для работы в часы провалов графика нагрузок энергосистемы. Для обеспечения комфортных температур внутри спальных помещений применяют водяные радиаторы с развитой поверхностью теплообмена. Зимой здесь циркулирует горячая вода, летом – холодная. Общественные помещения обогревают горячим воздухом. Эта же система в летнее время служит для кондиционирования воздуха и создания умеренных температур. Кроме того, комплексом предусмотрена утилизация сбросной теплоты плавательного бассейна. Для этого на станции смонтированы теплообменники, утилизатор и догреватель морской воды. В утилизаторе морская вода для плавательного бассейна подогревается от 7 до 17 градусов Цельсия. В догревателе ее температуру доводят до 30 градусов Цельсия. И еще. На каждой ступени теплового насоса смонтированы теплообменники, охладители конденсата. Здесь морская вода нагревается до 42 градусов Цельсия и идет по назначению. Нетрадиционная архитектурная форма пансионата позволила сохранить рельеф и растительность местности, а теплонасосная установка – экологически чистую среду.